Узнайте правду, и она сделает вас свободными. True Stories Studio представляет фильм Юрия Заблоцкого. Если вы изучите историю президентов США, которые были убиты, то найдете, что большинство этих трагедий произошло не в результате фанатизма одного человека. Они случились потому, что могущественные обладатели влияния внутри страны проповедовали неуважение и ненависть к авторитету правительства и власти человека в Белом доме, служившего олицетворением этого правительства. Дрю Пирсон. Проснитесь и проваливайте. Даллас знает, чего он хочет, и он собирается получить это, независимо от того, знаете ли вы, люди, об этом или нет. Из письма издателю Dallas Times Herald от 12 ноября 1963 года. Убийство Кеннеди. 60 лет лжи. В начале 1962 года Объединенным комитетом начальников штабов совместно с директоратом планирования ЦРУ подготовлен был план, как поменять власть на Кубе, где национализировали имущество американских компаний. Авторы исходили из того, что вооруженное вторжение в эту маленькую страну не понято будет даже ближайшими союзниками, не говоря уже о странах третьего мира. Стало быть, виноватой в нападении на себя требовалось представить саму же Кубу. Многоопытные спецы из Лэнгли на этот счет дефицита рецептов не испытывали. Почему бы не организовать, например, налет на американскую базу в Гуантанамо? Уничтожить собственный самолет, корабль, подстрелить эмигрантов, бегущих с Кубы? Или еще лучше устроить что-нибудь наподобие кубинского террора в США, вплоть до самого Вашингтона? В плане, предложенном президенту США, все эти варианты были подробно детализированы, но Кеннеди отказался их обсуждать. Так вот оно и вышло, что мнение Уильяма Харви, шефа кубинского направления ЦРУ, участники совещания вообще не выслушали, хотя он в то время сидел в приемной. Впрочем, даже имея возможность высказаться, Харви ни за что бы не стал говорить о проекте физической ликвидации кубинских лидеров, подготовке убийств, в которой не обошлось без участия нескольких влиятельных мафиози. Тем более, что этот замысел, как ни смешно, держался в глубокой тайне даже от тогдашнего директора ЦРУ. «Мы с замдиректора тщательно обсудили, — скажет Харви через 13 лет на допросе, — стоит ли директора вводить в курс, и оба не сочли это необходимым или желательным». Точно так же впоследствии выкручивался как уж один из двух бывших начальников Харви, Ричард Бисл. Вопрос: не считаете ли вы, что создание потенциала для убийства иностранных руководителей было достаточно важным вопросом, чтобы предложить его вниманию президента? Ответ: нет, не считаю, с учетом существовавших тогда условий и вытекающих из этого проекта действий. В сущности, в самом факте сотрудничества ЦРУ с организованной преступностью не было абсолютно ничего неожиданного. Со времени окончания Второй мировой войны мир криминалитета и мир спецслужб стали как бы двумя берегами одной реки и взаимозависели друг от друга. И хотя умом этого кажется не понять, на самом деле все было очень и очень просто. Законы сковывали в действиях сотрудников ЦРУ. Гангстеры, как известно, этим не парятся. С этой целью была даже сознательно возрождена изрядно потрепанная при Муссолини итальянская мафия. Гангстеры вышибали дух из организаторов забастовок, отжимали важные предприятия, вправляли мозги политикам, журналистам, судьям. А с теми, кто убеждений не понимал, разговор вообще был коротким. Директор ЦРУ, говорил Аллен Даллес, второй по счету руководитель этого ведомства, должен мораль оставлять за дверью. Но в сущности его команда оставила за дверью не только это, а и почти все, за исключением интересов так называемых частных групп, иначе говоря, транснациональных компаний, имевших глобальные интересы повсюду, в том числе и в странах-союзницах США. И горе было лидерам любых государств, не оправдывавших надежды этих компаний. Уже в 1956 году миллионер Брус, будущий посол США в Англии, и бывший министр обороны Лорент
пришли в ужас, обнаружив, что главная разведывательная служба поглощена всевозможными подрывными акциями. В докладной записке Президентскому совету по разведывательной деятельности они писали: «Налицо возросшее вмешательство в дела других стран. Этим занимаются способные, высокообразованные молодые люди, которые все время должны что-то делать, чтобы оправдать свои должности. Не покладая рук, сотрудники ЦРУ, снабженные деньгами и привилегиями, возводят на троны королей, разыгрывают интриги, доставляющие им удовольствие, добиваются «успехов» в кавычках и замалчивают свои провалы. Это ведет к невероятному положению, когда операции, проводимые директоратом планирования, противоречат дипломатическим шагам Госдепартамента». Да, так вот уже в те годы власти США начинали терять контроль над внешней политикой государства. Приход Джона Кеннеди в Белый дом принес в ЦРУ череду потрясений. Аллен Даллес и сразу 3 его заместителя были отправлены им в отставку. Среди них был, кстати, также и брат бургомистра Далласа. Однако на должность заместителя директора по планированию, к сожалению, поставлен был Ричард Хелмс, всей своей карьерой обязанный Даллесу, полностью разделяющий его взгляды и, само собой, самые мельчайшие приоритеты. Так, внутри главной разведывательной спецслужбы страны образовалась фракция из части сотрудников высшего и среднего звена, по сути, вышедших из-под контроля. Руками этого теневого и внешне незаметного никому органа противостояния выборной власти был свергнут первый демократически избранный президент Доминиканской республики Хуан Бош, личный друг президента Кеннеди. Они же отправили на тот свет южно-вьетнамского президента Нгодин Дьема. Но вот с Кубой, несмотря ни на что, положение было аховым. Самые подготовленные агенты сгорали там, что называется, со скоростью звука. Провалилась с треском затея с десантом, высаженным с моря в заливе Качинос. В итоге, за 2 года интенсивной работы ни один волос из головы или бороды Фиделя Кастро так и не упал, в самом буквальном смысле слова. Помимо взрывчатки и оружия, а также целого ряда особенных видов ядов от ЦРУ, специально для него, в надежде нанести хотя бы удар по внешности, было разработано мощное средство для облысения. Но применить его, правда, тоже не удалось. Впрочем, что с Кастро, что без него, возвратить Кубу под американский контроль не представлялось возможным без вторжения, которое, как мы уже знаем, президент категорически запретил. Однако остановить горячие головы, или, проще сказать, безбашенную оппозицию внутри ЦРУ, было практически уже невозможно. Им в спину жарко дышали спонсоры, не скупившиеся вкладывать в перемены на Кубе деньги. В перемены здесь и сейчас, а не в неком далеком будущем. Вот почему отвергнутый президентом план никто и не собирался ложить на полку. Особенно в той его части, где говорилось о кубинском терроре в США, что было проще всего устроить. Сценарий во многом напоминал детектив. Стрельба, ранения, без которых достоверность картинки была бы неполной, а за ними шумные аресты наймитов Кастро и медиакампания против них с помощью заранее заготовленных документов. Поразительно, до чего же похоже все это на то, что реально происходило в Далласе. Вот в этом вот самом месте пуля безобидно ударила в водосточный люк. Вот вам еще одна. После нескольких рикошетов ею был ранен в щеку свидетель Тейха. И, как заявил пытавшийся проследить ее траекторию полицейский Уолтерс, она должна была пройти ужасно высоко, чтобы попасть туда, куда она попала. Ужасно высоко он подразумевал над целью. А вот и третья пуля. Вы посмотрите только, какую она оставила после себя борозду. Не слишком ли много их не попало в цель? Тем более, что промахом стоит считать и ранение президента в спину, оказавшееся более чем символическим. Согласимся, не часто бывает так, чтобы пуля из раны сама выпала. Что очень необычно, поскольку другая пуля, выстреленная примерно с того же места в соседа Кеннеди по машине, губернатора Техаса Джона Коннелли, оказалась значительно более мощной. Взгляните, она ударила ему в спину, прошла насквозь через кость ребра и вылетела спереди из грудной клетки. Но что характерно, при этом опять-таки, словно по волшебству, ни один жизненно важный орган задет не был. Итог: 5 выстрелов, как минимум 2 стрелка и столько же попаданий
не причиняющих никакой маломальски серьезный ущерб здоровью. Как-то очень уж не похожи эти снайперы на убийц, однако вряд ли причина в том, что кто-то из них страдал косоглазием, или они не умели как следует пользоваться винтовкой. Что косвенно подтверждают слова директора исполнительного совета Интерамериканской ассоциации прессы Серджио Карбо, случайно слетевшего у него с языка за 3 дня до убийства Века. Я верю, что грядущий серьезный инцидент заставит Вашингтон изменить свою политику мирного сосуществования. Из этого вытекает, что он был в курсе подготовки провокации против Кастро, заведомо осведомлен о ее подробностях, необходимых для создания информационного фона, но невозможно даже предположить, чтобы он рискнул намекать на убийство президента. Карбо, конечно, мог быть не в теме, однако Джек Руби, находившийся в самом эпицентре событий, приглашал знакомого на площадь Дели, чтобы показать ему фейерверк. Позднее он так вот выскажется: «Совершить заговор, да еще и убийство. Если бы вы знали, что было на самом деле, вы бы очень удивились». Итак, не остается больше сомнений, что события, разыгравшиеся 22 ноября 1963 года в Далласе, с самого начала были не тем, чем кажутся. Все шло строго по сценарию Пентагона и ЦРУ, о котором мы рассказывали в начале фильма. Постановщики играли в этот день ва-банк, в надежде, что обстрелянный и раненый президент теперь не сможет уже не пойти на решительные действия против Кубы. Все было учтено и продумано, за исключением разве что внепланового и вовсе не бутафорского стрелка на площади. Откуда он взялся? Об этом мы будем рассказывать прямо сейчас. Как всякий высокообразованный человек, президент Джон Кеннеди по-своему видел будущее. Вместе со своим братом Робертом он раньше других сумел понять бесперспективность надежды создать на земле рай для избранных, выразив эту мысль в одной короткой афористичной фразе: «Если общество не в состоянии помочь многим бедным, оно и не защитит немногих богатых». Он первым рискнул напомнить американцам, что мир на условиях США – утопия. Мир будет для всех или его вообще не будет. И он был единственным из послевоенных лидеров США, пытавшихся хоть сколько-нибудь сдержать аппетиты большого бизнеса. Банды сволочей, как он однажды сказал в сердцах, чья жажда личной наживы превышает чувство ответственности перед обществом. В городе Далласе, его еще иногда называют городом миллиардеров, чувством ответственности перед обществом большинство финансовых воротил себя не отягощали. Место преступления, как-никак, уже само по себе говорит о многом. «Не позволяйте президенту ехать сюда», писала тогда в Белый дом одна далласская домохозяйка. «Я боюсь, что здесь с ним может случиться что-то ужасное». У местных нефтепромышленников были сотни миллионов причин до мозга костей ненавидеть Кеннеди. Такие суммы в деньгах тех лет они теряли бы каждый год из-за отмены налоговых льгот на истощение недр в Техасе. 27,5%, которые просто так исключались из суммы прибыли и преспокойно клались себе в карман. Появление соответствующего законопроекта было уже достаточным поводом для убийства. Однако на самом деле убытки их ждали больше. Кеннеди через своего советника Уильяма Этвуда и кубинского представителя при ООН инициирует тайные переговоры с Фиделем Кастро, что означает окончательное «прощай, Куба» со своим сахарным тростником, роскошными отелями и курортами, офшорными и горными домами. Мало того, он посягает на другое святое, а именно нищету населения Латинской Америки, откуда за бесценок вывозилось сырье и было так удобно и так легко пользоваться почти что бесплатной рабочей силой. Это устраивает всех, кроме президента, не потому, что он филантроп. Нищета несет революции, а революции ему хотелось бы избежать, чтобы не допустить появления новой Кубы. Угрозу номер 2 он видит в миграции, способной взорвать изнутри благополучие развитых стран Запада, разрушить их экономическую и культурную целостность. Кстати, именно это в наши дни теперь происходит в Европе. Статистика неумолима. Более 60% преступлений там, особо жестоких и средней тяжести, неизменно приходятся на долю мигрантов.
Вот почему Кеннеди стремится поднять в бедных странах стандарты жизни. Так появляется ряд программ, направленных на то, чтобы латиноамериканцы имели доступ к образованию, получили землю, приемлемое жилье и могли не нуждаться в деньгах. После гибели Кеннеди все его программы тотчас же будут свернуты, а там, где они уже действовали, произойдет серия военных переворотов. Одним словом, были крупные бизнесмены, которые, скажем так, были не в восторге от Джона Кеннеди и не возражали бы от него как можно скорее избавиться. Вот только рейтинги президента исключали любую возможность добиться этого в ходе выборов. Но убийство было слишком серьезным шагом, к тому же довольно-таки рискованным, так что недругам президента, сцепив зубы, наверняка пришлось бы смириться с происходящим, но все изменил коррупционный скандал, связанный с именем Бобби Бейкера, ближайшего из друзей вице-президента Линдона Джонсона, прозванного за это «маленьким Линдоном». Помимо многочисленных фактов взяточничества и денежных махинаций, за ним числился еще и своеобразный нелегальный бордель, где проводили свободное время близкие к Джонсону бизнесмены с политиками. В этом заведении работала даже немка, вот эта вот Элли Ромец, высланная за это вместе с мужем, сержантом германской армии, одним из охранников посольства ФРГ. 11 ноября 1963 года об этом рассказывалось в журнале Life. Но только вот Википедия в наши дни повествует совсем другое. Девушку по вызову превратили в супершпионку, супругу не сержанта, а военного атташе, да еще и любовницу президента Кеннеди. Любые комментарии здесь излишни. По мере развития событий становилось все очевиднее, что дело Бейкера грозит положить конец в том числе и карьере коренного техасца Джонсона. А это люди, вложившиеся в его карьеру и рассчитывавшие на него, рассматривали как катастрофу, вдобавок связанную для них с потерей своего человека в Белом доме. Предотвратить такое несчастье можно было разве что только одним единственным способом – если бы Джонсон стал президентом. С этого самого момента судьба Джона Кеннеди была окончательно предрешена. Скандал начинается с сентября, и тотчас же многократно откладывавшийся по разным причинам визит президента в Техас и Даллас становится событием первостепенной значимости. А параллельно золотой дождь из небывало выгодных предложений, от которых невозможно отказаться, обрушивается на 11 наиболее опытных агентов охраны Кеннеди, и их заменяют другими людьми. Впервые за 3 года непреодолимые обстоятельства препятствуют поездке с президентом в Техас начальнику его охраны Джерри Бену, который не соглашался с выбором помещения для выступления президента, по дороге в которое произошло убийство. Если бы вице-президентом был не Джонсон, четко и недвусмысленно выскажется на этот счет запоздало прозревший Джек Руби. Убийство президента Кеннеди не случилось бы. И здесь, опять-таки, стоит поверить ему на слово. Многие сотни книг приписывают убийство Кеннеди новоорлеанской, чикагской и прочей мафии. Понятно, что это пишется для отвода глаз от настоящих отцов трагедий. Мафия не обладала и сотой долей ресурсов и возможностей, необходимых для осуществления охоты на президента США, тем более в чужих для нее городах и штате, а также прямо под окнами у окружных шерифа и прокуратуры. Мафиози разве что могли предоставить киллеров, но не играли здесь главную роль. Не следует забывать, что единственный официальный подозреваемый Ли Харви Освальд приступил к работе в складе учебников более чем на месяц раньше, чем была согласована с Белым домом трасса проезда президента по городу. Не следует забывать, что за 3 месяца до убийства тот самый склад еще находился в другом помещении и переехал в новое в попыхах с еще незаконченным там ремонтом. Не следует забывать, что посетить Даллас президент собирался не среди дня, а только на обратном пути в Вашингтон после поездки в столицу штата, то есть уже поздно вечером. И не следует забывать, наконец, что именно в зоне 200 метров, в пределах которой произошла стрельба, не было ни одного из стражей правопорядка, в то время как в других частях города они на улицах располагались без преувеличения, можно сказать, толпой. Полностью очевидно, что все это до мелочей организовывалось только на местном уровне. Людьми, имеющими влияние, богатство и власть. Людьми, для которых не составляло трудностей
направить предполагавшуюся инсценировку в другое русло. Кем были эти люди? Собственно, если бы обстоятельства не вынудили Джека Руби из-за кулис самолично появиться на авансцене, многое из того, что доподлинно известно сейчас, так и осталось бы навсегда в сфере туманных предположений. Но Руби засветился и засветил с собой ключевые фигуры убийства века. Но обо всем этом, а также о других неупомянутых до сих пор участниках убийства века, мы подробно расскажем вам в следующей серии. Спасибо всем за внимание и до новых встреч на канале.